Так было специально задумано, чтобы эта единая душа разбилась на отдельные точки. Для чего? Чтобы эти точки прошли самостоятельный путь развития, чтобы начали ощущать себя отдельно от Творца, чтобы у них было собственное желание, огромное желание. Ну, можно пример привести так, что когда это была единая душа, это представьте себе, вот вы женщина, это вот как зародыш, который существует внутри мамы. Он находится внутри мамы, да? Он все-таки, этот зародыш, это уже маленький человечек, да? Он уже питается, да? У него там уже, он двигается, да? Толкается ножками и так далее. Но ведь родители его не воспринимают как человека. А когда они его начнут воспринимать как бы человека, когда он родится, из ребенка он станет уже, из маленького он станет уже ребенком, начнет расти, станет взрослым. И когда он дойдет до того состояния, как его хотят видеть родители, когда он уже сам сможет потомство принести, когда он станет таким, как взрослым, и уже сможет понимать родителей, станет на одном уровне с родителями, он поймет, что от него родители хотят и хотели и так далее. Он начнет уже на одном уровне быть с родителями, сам станет родителем. Вот это то, что желал Творец. Он не хотел, чтобы мы остались на уровне вот этого зародыша, вечного зародыша внутри мамы. Он хотел, чтобы мы родились и стали взрослыми, дошли до своего уровня развития, как он, стали наравне с ним. Это, кстати, написано в Библии, что давайте сотворим человека по образу подобию, чтобы он стал равным, то есть равным Творцу. Творец желает, чтобы мы достигли одного уровня с ним. А точнее, мы тоже с вами будем изучать, очень интересно, в теме единственности Творца. Творец желает, чтобы мы сами стали Творцом. То есть мы сами взяли на себя управление собою. Чтобы не он нами управлял, а мы сами взяли на себя управление.